Друзья, приветствую вас! Продолжаем наше исследование, наше изучение своих глубин. Мы прошли немножко структуру миров. Сейчас мы познакомимся немножко ближе и глубже с лестницей миров, о которой мы говорили. И мы начнем уже исследовать, учиться некие такие практические вещи. Они будут важны, очень важны. Это то, о чем я вам говорил, что каждый из вас способен и может обрести способность отличать истинное от ложного, суть от формальности. Именно в этом видео мы начинаем знакомиться с этим, исследуя структуру миров. Я предлагаю вам, под этим видео будет ссылка на обучающий курс, в котором мой друг, духовный брат и соратник Дмитрий Щекотихин, мастер Академии духовной трансформации человека, проводит обучение практике чувствознания. Эта практика как раз и даст вам способность отличать одно от другого. Поэтому рекомендую перейти по этой ссылке, посмотреть этот короткий, но очень интересный и основополагающий курс для нашего дальнейшего движения. Ведь практика чувствознания будет давать нам ответы. То есть, соответствует ли истине то, о чем мы говорим, или нет. То есть, без этого это будет просто слова, не подтвержденные вашим опытом. Итак, буквально несколько слов о практике чувствознания. Практика чувствознания – это первая такая вот ступень к яснознанию, к ясновидению, где мы с помощью нашей руки, у каждого человека дана эта способность, возможность, можем воспринимать вибрации окружающего нас мира и вибрации всей лестницы миров, о которой мы говорили. Так физиологически устроен человек и на тонком плане, что у каждого человека есть информационно-энергетический канал, который и предназначен для восприятия информации тонкого мира. И по своей структуре он находится с правой стороны. То есть это наше правое полушарие. Но сама способность воспринимать и интерпретировать эту информацию дается человеку через чувственную сферу и через женское начало в человеке. То есть в каждом человеке, независимо от того, мужчина это или женщина, есть заложено мужское и женское начало. Мы об этом будем говорить позже, которое как раз помогает человеку воспринимать эту информацию. У женщин в этом плане будет небольшое преимущество,
так как по своей структуре тонкой, женское начало у женщины расположено с правой стороны, и оно легче входит как бы в контакт с информационно-энергетическим каналом, и женщины будут начинать свое исследование, используя правую руку, то есть продолжение своего женского начала. И у женщин будет легче получаться изначально что-либо воспринимать, ту или иную вибрацию. У мужчин немножко это труднее, так как женское начало у мужчин находится слева, с левой стороны, и нужно будет искать вот этот контакт, то есть больше отпускать свой ум, так как мужская природа, она более ментальная, и она как раз ментальная природа служит, как бы не служит даже, а составляет такой вот первый преграду человека к восприятию более высоких вибраций. Отсюда, кстати, и ответ на частый вопрос в том, что женщины более интуитивные, потому что их сфера чувственная, которой они больше соответствуют, им легче воспринять ту или иную информацию. Они даже не знают, но они вот что-то им легче почувствовать. Но в этом есть и свои плюсы, всегда есть две стороны медали, и свои минусы. Потому как мужчины, когда овладеют этой практикой, отпустят немножко напряжение своей ментальной сферы, им будет легче интерпретировать и, скажем так, уже структурированно воспринимать и объяснять эту информацию. В то же время, как женщинам изначально проще ее усвоить, но потом разобраться в этом появляется много сомнений, потому что нету такой, скажем так, способности структурировать и тонко уже распределять, что чему соответствует. Я думаю, в практике, если вы будете продолжать эту практику, вы это поймете. Ну и уже будем переходить к более таким непосредственно теме нашего занятия. Скажу сразу, что качество практики чувствознания будет зависеть от состояния вашей души, от состояния вашего сознания. Чем менее загружено, чем более, скажем так, в соответствии высоких вибраций находится ваше сознание, ваша душа, тем легче вам будет это делать, это воспринимать. Но со временем, если вы будете идти в этом направлении, если ваше будет движение основано на движении к божественному, вы все четко, ясно сможете в этом разобраться. Итак, начинаем исследовать структуру наших миров. Я думаю, это будет сделать лучше уже в следующем видео. Это было как вот объяснение. Поэтому до встречи.